Шоу «Балабол» имеет эксклюзивную возможность поехать в турне по России с рижским «Динамо». Мы посетим Москву, мы посетим Казань. Меня зовут Иван. Погнали! Вот, мы находимся здесь. Лучше всего это сделать вот с этими девушками. Мы, конечно, расстраиваемся из-за поражений. Кто музыку слушает, кто там в покер играет. Для нас это очень неприятный соперник. Всегда с восхищением смотрим за рижским «Динамо». Чисто латышская красавчикс. Наш эпизод начинается здесь, с Рижского аэропорта. Сегодня 29 января. Через пару часов мы стартуем на самолете вместе с рижским «Динамо» в Россию, где нас ждет 2 матча. Сейчас мы видим за моей спиной очень много сумок. Рижское «Динамо» берет с собой клюшки, шайбы, щитки, вообще всю форму. Очень много экипировки и так далее. Ну, у меня каждый сундук стоит, весит по 32 килограмма. А их сколько штук там? Раз, два, ну штук 5. Это просто сундуки вот эти, да, которые? Да. А есть же еще там сумки, все такое. Сумки, ну, каждая, я скажу, 5 единиц. Каждая там, 32 килограмма, это максимум. То есть, наверное, полтонны как минимум. Ну, общая командная, это получается где-то у нас почти тонна. А сколько у вас народу? Даже надо очень много народу, чтобы эти все вещи перетаскать, перевезти. У нас 5 человек, которые этим занимаются. Приезжает бусик с формой, с оборудованием, со всем. Мы его грузим, то есть оформляем как груз, потом его грузим, конечно, в самолет, мы садимся в самолет, потом, когда садимся, опять получаем же так же, как авиапассажиры. Ну, мне вообще не нравится на самолетах летать, это уже с детства, наверное, но... Ну да, КХЛ, вот одна из вот самых трудных ситуаций в КХЛ — это перелеты, то, что очень много разных поясовых часов, да, и очень много времени проводишь в самолете, прилетаешь поздно, немножко поспал, тренируешься, летишь дальше, где, может, там сыграл игру и 4 часа опять лететь, но это на восстановление тоже влияет очень, поэтому надо очень аккуратно восстанавливаться, высыпаться, и график, команда составляет нам график, чтобы мы выспались и покушали хорошо, чтобы было силы выходить на следующий матч. А как вот эти вот перелеты вообще, как вы переносите перелеты? Абсолютно спокойно, что это уже из года в год все происходит. Уже привыкли все давно. А что вы в самолете любите делать больше всего? Да, ничего особенного. Кто музыку слушает, кто там в покер играет, кто и фильмы смотрит. Каждому свое. Кто-то книги читает. Всего лишь полуторачасовой полет, и мы в Москве, Внуково. И что самое главное, мы будем готовиться вместе с рижским «Динамо» к предстоящему матчу, который будет уже завтра против московского «Динамо» на ВТБ-арене. Это как легкая тренировка перед матчем, да? Так называется, скатиться, почувствовать лед, зарядочка, проснуться, опять же. Побросать поворотом и все такое, да? Тем более, чаще всего именно на раскатке уже сочетания игровые используются. Если идет замена, чтобы почувствовали партнера, как играть и так далее и тому подобное. Очень редко, конечно, вот то, что рижане сегодня отказались от скатки, по сути, это очень редко. То есть чаще всего отказываются из-за смены часовых поясов. Вот, чаще всего. Но все-таки такое есть. Ну и там на месте мы вообще живем в Хабаровске по московскому времени, чтобы... Даже так, да? Да, мы солнце почти вообще не видим. Мы идем спать, люди уже встают на работу, так что у нас... Чтобы не мешало, это ты выспался, игра получается единственная там в 11 утра по Москве, и это как бы непривычно, но так легче, по-моему. В Россию приезжать, эти клубы помогают? Нет, Они не помогают, да? Это вы сами организуете? Они дают транспорт, автобус, грузовой транспорт, это такое, только этим. Бывает, что в аэропорту там грузчиков можно нанять, как-то сами справляемся, нет проблем. Но вы тоже Проблемы есть только в больших аэропортах, где там далеко куда-то идти, а так уже, когда начинаешь ехать там где-то, там аэропорта небольшие, не очень большие. Ровно через час начнется матч «Динамо Москва», «Динамо Рига». Мы здесь на ВТБ-арене, нам дали аккредитацию, все нормально. Люди потихоньку собираются, кто-то кушает, кто-то пьет, все на веселе, на позитиве, ждут хорошего матча. Мы тоже ждем хорошего матча, желаем Риге всего хорошего. Сейчас посмотрим, что здесь еще предлагают для болельщиков, кроме хоккея. Прилетели сюда ради игры динамовского дерби, так скажем, на «Динамо Москва», «Динамо Рига». Ты сам будешь этот матч смотреть? Ну, если получится по телевизору, но
Туда я не поеду смотреть, нет. Надо, у нас через 2 дня с «Динамо» Москвой тоже дерби, так что надо готовиться, восстанавливаться. Мы находимся в пресс-центре. Пресс-центр довольно большой, его делали по регламенту все-таки российской футбольной премьер-лиги, но для хоккея он вообще просторный. Вот. Здесь есть и зона работы СМИ, и комната фотографов отдельная, и конференц-зал, и все-все-все. В принципе, если по новизне стадиона, там вы первый раз здесь, и боитесь заблудиться, всегда идите в пресс-центр. Из пресс-центра вы найдете любое место, куда можно дойти. Стадион у нас достаточно уникальный, его действительно долго строили, но это того стоило. Задача была реконструкции стадиона сохранить исторический фасад. Вот. Поэтому идей было много, и все прекрасно знали, что «Динамо» — это не один футбольный клуб, это целая россыпь клубов. Поэтому была построена уникальная площадка, которая включает в себя под одной крышей и футбольный стадион, и многофункциональный центр, который может быть как под хоккей, как под баскетбол, так и под концертные мероприятия. Мы находимся сейчас в пресс-центре, но он находится на высоте 12 метров от уровня земли. И на этом же уровне, 12 метров уровня земли, находится и футбольное поле, и ледовая площадка. Соответственно, под нами полностью сквозной торговый центр, где люди могут приобрести, покушать, можно одежду купить, покушать, просто погулять и так далее. Да, конечно, торговый центр не такой большой, как мы привыкли видеть везде, но для обычного жителя там, заскочить, что-то купить, самое то. Их не было, что что-то там не долетало или что-то кто-то терял, не было, да? Ну, бывало где-то в аэропорту, где-то, может, где-то чуть-чуть. Ну, как они могут вообще исчезнуть? Они же такие большие, кто их там... Как все можно? Не, не исчезало, слава богу. А что случится, если потеряют? Находят. Игроков же свои личные клюшки, я так понимаю, да? Есть. Пока еще такого никто не бывало. Добро пожаловать. Смотрите. Были некоторые конструкции, где-то места доставляют, поэтому, в принципе, до 11 тысяч мы дойдем в ближайшее время. Вот. Как часто заполняется арена? В прошлом году заполнялось часто, в этом году, естественно, интерес немножко упал, в принципе, нормальное явление, также из-за того, что приехал футбол. Все-таки «Динамо» хоккейная на новых стадионах играет уже, по-моему, с 2015 года, когда открылась ВТБ «Ледовый дворец» тогда на Автозаводской, где сейчас играет «Спартак» и ЦСКА. Хоккейного болельщика не избаловать, не удивить новой площадкой. В этом году мы действительно в таком хорошем смысле пострадали от футбола, потому что переезд футбольного клуба из «Химок» спустя 10 лет на «Динамо», это было действительно долгожданное событие, и для меня тоже, потому что я являюсь как хоккейным болельщиком, так и футбольным. Еще неизвестно, что я больше люблю. Выходим с трибуны в фойе, где общее фойе с футбольным стадионом. Так, и это, получается, у нас такая общая... Да, то есть здесь болельщики, скорее всего, стоят, смотрят, любуются, кушают хот-доги и потом идут на хоккей. На арене ВТБ есть такой интересный уголок. Люди играют в PlayStation. И, конечно же, игра, в которую все играют, это НХЛ. Где мы находимся? Вот, мы находимся здесь, да, вы здесь. Почему я это показываю? Потому что, как видите, вот футбол, хоккейный стадион, а вот здесь вот так вот, если продолжить, идет футбольный. Получается, мы с вами находимся, А310, на перепутье футбола и хоккея. Мы сейчас красиво выйдем на футбольный стадион. Вот туда. Пойдемте. Ну а что самое крутое в Латвии? Уникальная природа, это мне море. Мне нравится проводить время в Юрмале, потому что море, сосны. Летом вообще классно, ты там купаешься, отдыхаешь, загораешь, там, а зимой тоже красиво. Ну, правда, снега нет, никак дождаться его не можем, все ждем. Вот он, Саша Салок, вот снег выпал, купил санки детям, и вот они вот у него так и лежат. Это как раз вот это именно в этот день он, когда вот хотел почувствовать зиму, вот будет, наверное, ждать, я думаю, теперь до Чехии. Лопату для чистки снега, а снег потом не выпал. Ну, потом из земли снеговиков можно будет покрутить немножко, пособирать, там, с землей покидаться чуть-чуть. Сейчас будет холодно. Ух. Видите? Неплохой вид, Никит, неплохой вид. Стадион очень уютный, как бы я не любил там именно свой стадион. Сходил после открытия Динамовского стадиона на Спартаковский, еще раз на ЦСКовский. По уюту, да, этот стадион, мне кажется, лучше в Москве. Абсолютно. Ну, ты думаешь, что это хорошая идея, что вот футбол и хоккей, и там еще баскетбол можно проводить в одном месте? Как бы, конечно, особенно для Москвы, потому что вот система обществ, да, общество «Динамо», общество «Спартак», общество ЦСКА, оно включает в себя не только хоккейные и футбольные клубы, это наиболее
такие распространенные виды спорта, все и баскетбол и так далее. Но когда у тебя футбол играется, условно говоря, как у ЦСКА на Соколе, да, а хоккей на той же ветке, но внизу, мне кажется, это достаточно проблематично. И опять же, очень больная тема болельщиков клубов этих – наложение матчей друг на друга. И иногда просто невозможно разнести, да, матчи при всем желании. А данный стадион, наличие его и система безопасности позволяет нам обойтись без наложений. Теперь никогда хоккей и футбол в одно время играться не будет. Если, конечно, это не речь не про выездные матчи. Вот. Поэтому мы в этом плане в выигрыше. Я знаю, что все остальные клубы нам завидуют. Когда дело доходит до покупки мерча, там, всяких футболок, всего такого, кто самый популярный в хоккейном «Динамо»? Шпачев, Еременко, Яшкин, Бочаров. Ну, в принципе, в принципе, логично, да. Две звезды и вратарь. Вратарь всегда пользуется. А почему особо. вратарский всегда? Мне кажется, вратарский, потому что он всегда заметен. Вратарь, он всегда заметен, потому что он, можно сказать, вот, если он ошибается, его ошибку видно. Ну, о чем я говорил, вид с вот, второго яруса, он совершенно другой. И он намного круче, мне кажется. Это самый крутой сектор. Если пойти вот на первый ряд, ну, здесь хоккей смотреть, конечно, одно удовольствие. И близко, и чуть высоковато, и все видно. Если честно, я бы здесь посмотрел, да. Ну, это вот самый есть дорогой сектор. Ну, не дорогой, а вот ярус второй, полностью, он такой очень идеальный. Он и по высоте хорош, и по звуку, и по близости. И вот, пожалуйста. На арене ВТБ есть специальное место, где можно себе на лицо, на руку, куда угодно нарисовать логотип «Динамо» и больше окунуться в атмосферу матча. На арене ВТБ можно сделать кучу фотографий, но лучше всего это сделать вот с этими девушками, которые одеты во все динамовское. Берите пример с меня. Всегда, когда болельщики «Динамо» Московского приезжали в Ригу, это был праздник, встречи, выпивка, все как положено. То есть хорошие друзья, действительно, динамовцы. Даже когда был чемпионат мира в 2016 году на стадионе на Автозаводской, рижане всегда, ну, это одни и те же люди, по сути, были. Вот. Было весело, замечательно. Соперник, для нас всегда неприятный соперник. Это один из самых неудобных соперников, наверное, в лиге, вне зависимости, на каком месте идет рижская «Динамо». И мы вылетали и в плей-офф от рижского «Динамо», и даже когда были в максимально сильной форме, мы могли проиграть им. И поэтому... То есть сегодняшний матч вечерний, конечно, еще не очень, факт, да, что для нас это очень неприятный соперник. Мы против него, даже в том году, когда Рига тоже шла внизу, на последних местах, как мы сыграли. Рига, между прочим, нанесла первое поражение на этом стадионе в том году, в овертайме. И потом мы проигрывали 2-0, но выиграли 3-2, когда вот Интершус там шедевральный гол забил. Можешь выделить кого-нибудь хоккеиста из рижского «Динамо»? Мне очень нравится, как молодые развиваются. И я, так как последние 2 года был больше на молодежке, и я очень рад, что Янис Ворис начал в воротах играть, потому что ну, было видно, что этот человек может расти на уровне КХЛ. И Кристоф Зиле, ну, конечно, Ларус Даржинч — это все основные игроки, которые с чем ассоциируются рижская «Динамо». Вот, без них никуда. Опять же, рижская «Динамо» дает лиге сильных легионеров, да, Брэндон Макмиллан, пожалуйста, уже в авангарде был. Поэтому здесь все очень интересно. Вот, да, возможно, не хватает стабильности, не хватает чего-то, вот, чтобы пойти бороться за плей-офф, но в целом, это, если брать отдельные имена, в принципе, хорошая команда. В борьбе динамовских команд, к сожалению, победила Московская, но у нас нет времени печалиться. Нас ждет следующая локация – город Казань. Мы идем. Pirmie 2 periodi varbūt vēl tā, Rīga normāli spēlēja aizsardzībā, neko baigi, kā mums vajagiem momenti nebija, bet Rīga 3. periodā atvairāmies un aizvien spēlē. Kur ir tā Krievijas lidosta, kur ēdiens ir? No, tur labāk nē. Nu, nevar jau tā teikt, teiksim, ir Čerapovets, ir Jaroslavļa, kur praktiski lidosta nav, nu viņas ir tādas, tā kā ir uzgaidāmā tāpa un tur ved ēdienu no restorāna. Viņas sapakots, tas nav tā, nevar pateikt, ka, teiksim, lidosta ir slikta un ēdiens ir labs vai otrādi. Tas nevienmēr arī kādreiz gadās, kad šeit ir ļoti garšīgi. Nu, tas arī kā gribās ēst vai negribās tik ļoti, tad arī tā ēdiena kvalitāte.
nav tas noteicošākais droši vien. Have you ever experienced the moment like, holy shit, this is Russian? Something that blew your mind. Yeah, I'll always remember my first training camp. We went to Torpedo, and it was in the summer, and it was such a hot summer. It felt like it was like 40 degrees in our room, and we were staying at this like hotel that's like next to the nice hotel, and we were staying in these like dorms, and there was no air conditioning, no nothing, and it was just like I was just so tired and like ready, like couldn't sleep because it was so hot. We just leave our door open and our window wide open so we could try and get some like airflow through. And I just remember being like, this is like hell. What have I done? We swear. We're good. Oh, yeah, cool. Awesome. Yeah, but I think that was like my kind of like, because you hear like North America, a lot of like how hard training camps are in like the KHL, and that was like kind of like my like this is Finally crazy. This got is to crazy. experience it. Yeah. Mine was the first time I stepped foot in Russia. It was first road trip. We went to Neftekhimik, Yeah. and we were driving in at night. And it was actually Gil's who told me to like just look outside the window, and it looked like Mordor from Lord of the Rings. You can see like the Smoke flames coming out of the factories. Мы прибыли с рижским «Динамо» на Татнефть-арену в городе Казань. Завтра игра с Акбарсом, а сегодня очень важная тренировка. Рижская «Динамо» наигрывает звенья, какие-то комбинации, готовится к сопернику. Дадим парням подготовиться к матчу. Какое-нибудь слово по-латышски знаете? Конечно. Самое смешное какое-нибудь. Смешное вряд ли. Смешное, да? Какое сложное? Ну, самые простые. Ну, например. Ну, лаби. Хорошо все. Ну, такое чисто латышское красавчикс. Чисто латышское, да. Такое самое латышское слово. Молочек. А так, что все простые слова уже выучили, в принципе. А у вас в команде много по-латышски разговаривают? Как вы в тренировочном процессе? Ну, Так только говорят, нам да. переводят ребята. Ну, в принципе, все говорят по-русски, ну, большинство говорит по-русски, ребята, латышей. А так все тренеры, все на латышском языке. А латвийские игроки, они еще много между собой шутят именно на латвийском, что остальные не понимают, там, Может, и шутят. Не, ну они разговаривают на своем родном языке, они не должны думать о нас, что вот они пошутили, а мы обязательно должны понять, о чем они пошутили. Если ты спросишь, они, конечно, тебе скажут. А кто из них самый такой, ну, не знаю, шутливый, может быть, самый общительный из латвийских игроков в команде? Да все ребята достаточно общительные, я не могу сказать, что там какие-то много закрытых ребят, такого нету, все общаются нормально, ну, со всеми можно пошутить и повеселиться, не могу никого выделить. Say Lippy's pretty funny, he's a character. I mean, I think we're pretty funny. We are funny. In our own way. You got Latvian funny though, then you got North American funny. Actually, you know what? Bergie. Berglund, yeah. He's undercover, hilarious. But he's probably one of the quietest guys on the team. On the plane, he only reads books. Yep. He's thinking jokes. The whole time, he's not even reading the book. He's just thinking jokes the whole time. В обновленном, даже, скажем, заново построенном пресс-центре Татнефть-арены, пресс-центре хоккейного клуба «Акбарс», мы буквально перед началом этого сезона сделали здесь большую реконструкцию. Раньше здесь располагалась раздевалка основной команды. Мы здесь перезонировали помещение. Раздевалку для команды сделали более современной, комфортной, со всеми условиями. Ну и, соответственно, для прессы тоже постарались создать максимально комфортные условия для того, чтобы здесь можно было комфортно работать, смотреть хоккей. Если кто-то не хочет идти на трибунах, здесь есть сразу несколько экранов, по которым можно смотреть. Здесь есть индивидуальные акустические системы, чтобы не вставать. Журналисты могут прям на пресс-конференции задавать вопросы, не вставая со своего места. Татнефть-арена была построена открыта, в 2005 году, перед тысячелетием Казани. Здесь открытие состоялось грандиозным концертом Rolling Stones. Первый матч Акбарс здесь сыграл в декабре 2005 года. И так совпало, что уже в 2006 году мы выиграли плей-офф и стали во второй раз чемпионами страны. Лучших арен Казани, она очень удобно трансформируется. Здесь проходят и фестивали музыки, и просто концерты, и спортивные мероприятия. Также здесь у нас играет
молодежная команда Ирбис. И наши дети из школы, нашей академии тренируются тоже на этом льду. Слабые стороны свои отрабатывают. Передачи, броски у кого-то, кто что считает, что где-то работает, кто дорабатывает. А Дарзич играет игры по 20 минут, ему лучше всего остановить в следующей игре, поэтому ушел первый. Вот стандартные бизнес-ложи. Вы знаете, они на самом деле толком не продаются, потому что их выкупают, крупные спонсоры клуба и на год сразу забирают, и практически их свободной продажи не бывает. Ну, вам это говорят, что пора уже собраться, или на самом деле на это не обращают внимания, тренировка просто берут соперника, и это вот болельщики все время говорят, там, упоминают какие-то там поражения, все это статистика. Вас это не касается вообще? Конечно, касается, мы, конечно, расстраиваемся из-за поражений, хотим выигрывать. Готовимся к каждому сопернику индивидуально и в то же время этот весь груз, который накопился, надо использовать в лучшую сторону, наоборот, больше энергии, больше подачи. Ja daudz spēlētāju treniņā nav īpaši grūti. Tāpat kā šodien pāris reizes uzmetām pa vārtiem, kaut kādu 2-1 aizsargu uzbrucēju uzmet kaut ko. Ja es sasniedzu grafiks, viņi diezgan viegli, ja kaut kāda pauze, te ir grūtāk, bet izbraukumu un mājas treniņi īpaši ne. Ну какой заряд вообще на завтрашнюю игру? Заряд выигрывать надо, что болельщики ждут, уже соскучились по победам, только вперед. Spēles krekli, taču katrai spēlē savs, piemēram, tagad jūs spēles izbraukumā? Nu, ir ar vieniem izbraukuma krekliem, viņi jau nemainās. Es aplīstu, tad vienkārši uzšu jaunu un visu, bet principā tā forma nemainās. Tā nav kā futbolā, tas būtu pārāk dārgs prieks. Katrā spēlē mainīt kreklus, jo tās izmaksas arī ir aptuveni kaut kāds 150 €, man liekas, katrs крекlis maksā. Находимся перед Татнефть-ареной в Казани. До матча еще час, но мы видим, на самом деле, за моей спиной люди собираются с флагами, там, с барабанами, со всем этим. У нас 8990, средняя посещаемость близится к 8000. Но хотелось бы нам, чтобы у нас на каждом матче были аншлаги. Сейчас в данную секунду идет второй период матча Акбарс Динамо Рига. И как вы видите, здесь очень много людей ходят вокруг меня, там стоят, кушают. То есть Татнефть-арена — это не просто хоккей, это очень много развлечений, можно провести время как угодно. Это то, чему можно, в принципе, у нас в Прибалтике, в Эстонии, в Латвии научиться. Безусловно, нас радует, что наша команда показывает в этом сезоне яркий, атакующий, зрелищный хоккей, который не оставляет никого равнодушным. Мы очень рады, что наш президент клуба Наиль Фатович Маганов, генеральный директор ПАО «Татнефть», поддерживает нас во всех наших начинаниях и в беседах с командой, с главным тренером. Вот эти вот установки на открытость, на медийность, и все ребята нас в этом поддерживают. Нам очень, слава богу, легко с командой работается. В том плане, что они практически поддерживают даже порой наши какие-то безумные все инициативы. Потому что они уже нам доверяют, они видят, и им самим это нравится. Ir bijis kāds failers, kaut kas tajā plānā ir bijusi nobīde? Labi, mums ir gadījies tā, ka mēs aizlidojām uz Šanhaju, jau bija karsts, viss tur salūz vienkārši autobus. Viņš nobrauc, varbūt, nezinu, kilometru salūz. Risinājums gaidām, kamēr atbrauc nākamais, vai ne? Risinājums bija vēl vienkāršāks. Pirmkārt, tā bija Šanhai, ļoti ilgs tas lidojums, un negulējuši visu, vienkārši paņēma takšu un aizbrauc uz viesnīcu paši. То есть рядом со мной стоит... Кто со мной рядом стоит? Айсбарс стоит рядом со мной, который говорит, что он очень любит талисмана Динамо Риги, которого зовут... Янис, это Динамит. Янис Динамит. Передаем привет тебе из Акбарса. Игроков команда, против кого сложнее всего играть? Да. Тоже от игры к игре не приходится. Да, да. Со всеми как бы тяжело, где-то бывает, где-то может команда какая-то недонастроится, тогда чуть легче, а в основном да, все хорошо готовятся, со всеми тяжело. Зависит от графика еще, ты можешь попасться, может быть, спаренная игра, и какая-то команда может быть на ходу, другой спад, в то же время там через месяц все может поменяться, то есть... Конечно, есть команды-лидеры, которые стабильно, тяжело с ними играть, но, в принципе, даже в этом году какой непредсказуемый чемпионат, борьба за плей-офф идет, но да, конечно, есть команды, как, допустим, в этом году мы так неудачно выступаем, уже за плей-офф мы не боремся, а вообще, в принципе, сколько мы видим игр, когда команда аутсайдера обыгрывает команды лидеров, то есть это интересно, и надо, дай бог, чтобы лига к этому стремилась, чтобы... Тогда поднимется интерес, в принципе, и среди зрителей еще больше будет любителей хоккея. На Татнефти есть эксклюзивная возможность заказать плакат, тебе его нарисуют прямо здесь, кисточками, с любовью, и пойти потом с этим плакатом на стадион, поболеть за свою команду, все будет на высшем уровне. Не знаю, мне просто приятно, когда полная арена приходит на любом стадионе, это всегда приятно, когда
10 тысяч придет на тебя посмотреть. Ну, неважно, ты в гостях или дома. Все равно чувствуется эта атмосфера игровая. Ну, я, конечно, явно выделю это Новосибирск. Я там 2 года отыграл, и там такой поддержки просто сумасшедшей, аж мурашки по коже, прям других слов мне не могу подобрать, потому что просто супер. В городе просто хоккейный бум, там просто обожаю. Много хоккейных городов, в той же Риге обалденный фан-клуб, и болеет, даже несмотря как бы мы не выступали, хорошо-плохо, в принципе, достаточно много людей ходит. В том году, когда мы шли на ленточке плей-офф, вообще практически все время полный стадион был, в этом году чуть забуксовали, и все равно народ ходит, фан-клуб всегда полный, кричат и поддерживают, то есть очень здорово играть. А если брать, ну, уже сказали, команды, которые не нашу сейчас команду, то, конечно, я выделил бы Новосибирск. Это наши болельщики самые лучшие, потому что болельщики везде одинаковые, что в НХЛ, что в КХЛ. Даже, может быть, мне кажется, в том же НХЛ, хоть я там и не выступал, но общался достаточно много с ребятами и видел, и вживую был на игре, и так видел. Я думаю, что как минимум в болении мы не уступим. В тот же, вот я назвал Новосибирск, и еще кучу городов таких можно назвать, что как болеют болельщики, то что кричат всю игру, там эмоции, допустим, я думаю, в той же Флориде, там, если когда играет Флорида, там, ну, люди могут прийти, посмотреть период, съесть хот-дог, уйти, некоторые даже не знают, кто играет, могут не знать, кто играет, то есть, скажем так, в этом плане мы точно не проигрываем НХЛ, это в плане болельщиков. И даже вот здесь, вот видите, все это дублируется на 3 языках. У вас, наверное, на латышском, на английском только, да? В Риге сейчас. Русский есть тоже. Ну, вот, поэтому вам эта полилингвальность, она знакома. Man jāsaka, ja gribi ātrāk tikt cauri visam, tad ir jāsako Lipsbergam. Jā? Burbuls noteikti, jā, Burbuls. Jā, jo viņš autobusā sēž uz tuvāk durvīm, un viņš vienmēr ir, viņš kaut kā pirmais viss izslīd, arī vakariņās. Vienmēr zupu, makaronus, viņš kaut kā sanāk viņam pirmam būt, tā kā, jā, ja grib pasteikties, var sakot viņam. Ilgāk, kas tur mums visilgāk, kas tur ņem visu līdzi, visu paketu. Nu jā, nē, nu ir, jā, arī. Nu, aiz zaļika ilgi diezgan man jāstāv parasti bija. Jā. Es nezinu. Nu jā, nu viņš nav igauns, viņš lietuvietis. Pēc igauns. Вот видите, с меню. То есть люди могут отдельно. Плюс у нас, да, и принесут сюда. У нас же мы сейчас запустили еще с Яндекс.Едой отличный сервис. У нас можно через приложение на матче заказать еду, и тебе доставят его до места. То есть ты даже можешь не выходить. Ну да, то есть вот, ну вот до ряда, то есть тебе нужно просто встать, вот курьер просто не пройдет сюда с рюкзаком, тебе, ну, вот, или соседа попросить передать, тебе передадут. Да, спортбар, да, во время игры как бы здесь можно выпивать, закусывать. Он же, как в всех аренах, алкоголь не... Нет, есть, у нас есть. Бары есть. То есть люди тоже могут здесь вот. Если вот здесь они могут как бы сразу покупать. А у вас прям алкогольное продается? А почему в остальной России нету пива алкогольного? У нас безалкогольное. Я теперь понимаю, Татарстан просто немножко отдельная такая и поэтому можно. Да. А можно одно пиво, пожалуйста? Да, конечно. Какое самое лучшее? Чаще белый первый классическое берут. Давайте одно классическое, если можно, да? Еще вот с кем было очень приятно работать, с каким тренером прям выделить хотелось? Не выделил, я скажу так, что у каждого тренера я что-то подчеркнул. И у каждого были сильные стороны. И я рад, что я поработал со всеми из них, потому что набрался опыта и было интересно с каждым из них, скажем вот так. А так, мою благодарность я бы отдал, конечно, Сергею Михайловичу Михалеву, Царство Небесное, потому что, в принципе, был момент у меня такой сложный, когда переход из второй команды в Суперлигу, и там с ЦСКА у меня уже начались проблемы. Меня не подняли в первую команду, и он меня пригласил на просмотр в Череповец. И тогда дал мне шанс, я воспользовался и уже вышел на взрослый хоккей, на Суперлиг. Так что ему огромное спасибо за это. Кирилл, Брагин — это супер тренер? Да, каждый тренер по-своему хорош. Но лично мне было комфортно играть у него, мне нравилось. На этой арене столько много вариантов сфотографироваться. Например, здесь всунул голову, и ты часть команды Акбарс. Сторона тренера Динамо Риги Анки Панца. Давайте выделим его эмоциональность. Вот так. У
умеет заводить команду? Ну, он умеет заводить всех, и себя, и болельщиков, и команду всех. Инновацию, чтобы поменять кресло, чтобы больше... Ну, потому что синий цвет, он немножко ворует цвет, вот вы знаете, да, и поэтому, чтобы как-то обновить арену, возможно, мы в скором времени поменяем. Но это в планах. У нас много чего, что есть в планах, но хочешь, чтобы они не состоялись, расскажи о них. Поэтому мы будем очень аккуратны в этом плане. Кирилл, что вот у их поколения такое, что ты не понимаешь, почему это делают? Да, мы как на одной волне, как бы нет такого, что какой-то возрастной барьер у нас, как бы неважно, какая у нас разница, мы все равно общаемся как обычные друзья. То есть нет ничего такого? Адаптируемся ко времени, что меняемся тоже, мы же все время в хоккее, и, в принципе, похоже, что да, меняется время, но и это происходит же не ежеминутно и не ежедневно, все равно это какое-то время занимает, так что привыкаешь ко всему. Savs bērns dod pieskatīt baigi, bet Miķelim, es zinu, viņam ir meitas, viņš ļoti labi tiek galā ar savām meitām, un ja kādam būtu jāuztic savi bērni, jā, negribētos to darīt, bet bet kaut kādā piespiedu kārtā, jā, es domāju, Miķels būtu labi izvēle. Cik stundas to Oskaram dod? Viņš tikko stāstīja par visu to šurminātoru. Es domāju, ka labāk nedot, lai Oskars tiek pie saviem bērniem, patrenējās pie saviem. Es tā pie brāļa Krusdāla patrenējās. Изискатишь, jā. У нас сейчас даже постоянно какая-то связь с Латвией есть. У нас сейчас внук Виктора Тихонова играет. Мы все знаем, что Виктор Васильевич сделал для Рижского «Динамо», поэтому здесь мы тоже собираемся сейчас съездить. У нас выездная игра у команды будет в Ригу. У нас большая делегация тоже из клуба, потому что мы тоже всегда с восхищением смотрим за Рижским «Динамо», за экспрессивностью ваших болельщиков, какая у вас потрясающая атмосфера на трибунах, как у вас болеют, как у вас любят хоккей. У нас Агварс уже несколько лет ездит на предсезонный турнир в Ригу в августе месяце на Кубок Латвийских железных дорог. Акбарс победил 2-0 Рижское «Динамо», как и предполагалось, перед матчем они были большими фаворитами. Был шанс у рижан, они играли 5-3, не получилось, ничего страшного. Сейчас мы летим в аэропорт, где нас ждет самолет, и уже вернемся обратно в Ригу. Хоккеисты отдохнут и сыграют новые матчи. Да нет, перед игрой мы с соперником не видимся. Где-то в кулуарах дворца там пересечемся, там здороваемся. А так только встречаемся на игру. То есть, мы про Ларри знаем, и местные казанские болельщики все про него знают. Он играл здесь 1-2 сезона, то есть довольно-таки неплохо играл. И все его уважали. Выходя на лед, отдавался по полной, старался все делать на результат, но также он продолжает играть в «Динамо». Очень неплохие действия с его стороны. Я думаю, что он еще достойно продолжит карьеру. Играем каждого соперника, и сегодня готовились к «Динамо», понимали, что у ребят шансов в плей-офф попасть нет, но прекрасно знаем, что там практически вся команда «Динамо» — это сборная Латвии, у них сейчас задача там подготовиться к чемпионату мира, и то есть, никаких поблажек в нашу сторону не будет. И ребята будут действовать как и на все выходить на все предыдущие матчи. То есть мы это понимали и были готовы. Команда, ребята боевые, есть техничные. То есть, я, если честно, удивлен, как такая команда, но осталась за пределами зоны плей-офф. Не каждый год показывает тот результат, не все показывают тот результат, который от него ждут, от них ждут. То есть, самое главное, если команда, я думаю, команда, на мой взгляд, хорошая. И, может быть, на следующий год, если получится ее сохранить, ребята дадут, улучшит результат в разы. Мы вернулись в Ригу, это значит, что наше турне по России подошло к концу. Благодарим «Динамо» за эту эксклюзивную возможность. Ну а вы, зрители, если вам понравился этот эпизод, не забывайте давать нам обратную связь, пишите комментарии, ставьте лайки. Скоро увидимся. Пока-пока.